Чё, как дела, Дим? Да, пойдет. Вот сегодня гуляли, нашли место интересное, где в 1837 году состоялась дуэль великого и могучего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и никому неизвестного человека Дантеса. Да. В результате чего Пушкин получил смертельное ранение, и больше его не было. Да. По-моему, он 2 суток еще пытался выжить, но, к сожалению, не выжил. Здесь, кстати, находится прям обелиск за нами. Ну, не за нами, а перед нами. Мы на него сейчас сидим, смотрим. Он довольно интересный. Артем потом его покажет. Да. Вот. В общем, да, место очень достопримечательное, такое памятное. Ну что, не будем тянуть кота за хвост. Сегодня мы решили записать видео о Петербурге снова. Сегодня мы расскажем о плюсах и минусах Петербурга. Я живу здесь практически 2 года уже. Дима 5-й раз уже, наверное, приезжает, да? Возможно, даже 6-й. Мы сейчас будем в таком формате рассказывать, то, что 1 плюс, 1 минус. Сначала Дима, потом я. И так мы расскажем по 3 плюса и по 3 минуса. Ну что, Дим, какой первый плюс Петербурга ты видишь? Но мы не будем брать банальные совсем плюсы и минусы, которые и так все знают, например, о том, что просто Петербург очень красивый или что в Петербурге плохая погода. Мы решили рассмотреть дополнительные плюсы и минусы. Вот. И один из первых, лично для меня, плюсов — это то, что именно в Петербурге, когда ты находишься, ты понимаешь, что именно здесь творилась русская история. То есть все события, которые происходили в жизни страны, которые мы изучаем по учебникам, они все были здесь именно. То есть что-то было в Москве, но это даже в меньшей, наверное, степени. А в Петербурге прям вот все происходило. Когда ты идешь по улице, ты постоянно видишь какие-то мемориальные доски, что здесь жил великий поэт, здесь жил великий физик, математик, еще кто-то. Вот, то есть тут постоянно встречаются места, там, дуэль Пушкина, дуэль Лермонтова, еще чья-то дуэль. То есть какое-то великое наводнение, великая война была здесь замок, здесь дворец. То есть очень крутое, насыщенное пространство, где тебе реально не скучно. То есть ты гуляешь, и постоянно интересно находить какие-то особенности города. Вот, это для меня большой плюс. Я прям люблю такие места. Отлично. Какой минус? Минус — это то, что как раз такие места привлекают очень много туристов. И туристы для меня... Не любишь туристов? Туристов вообще не люблю. Я турист, когда я люблю, когда другие туристы я не люблю. Вот. И да, туристы — это шум, это все-таки грязь какая-то. Не знаю, и просто вот находиться в городе в туристический такой сезон становится, довольно тесно. Именно хочется уже выбраться куда-то за город, наверное. Или хотя бы куда-то на окраины. Вот. В самом центре становится вот именно тесно. Это минус Петербурга. Как и любого, в принципе, туристического города. Да. Что, Артем, скажешь ты? На самом деле ты уже озвучил то, что я хотел сказать отчасти. Я хотел сказать о том, что Петербург очень насыщенный и в то же время компактный город. Насыщенный не только в плане истории, в плане гастрономии, в плане развлечений, парков, каких-то мест, где можно погулять, что-то посмотреть. Супер интересный город. И в то же время это все довольно близко находится. То есть по городу можно передвигаться пешком, можно на велосипеде, поэтому я вот сравниваю с Новосибирском. В Новосибирске все разбросано, и, понятно, нет такого разнообразия и насыщенности интересных мест. Минус для меня заключается в том, что здесь очень много машин и много людей, на самом деле, тоже, особенно летом, как в туристический сезон, но даже сейчас, когда туристов нет. Тротуары очень узкие, очень много места оставляют под машины, и тесно, довольно тесно становится. И в связи с тем, что очень много машин, город захламлен, и очень довольно-таки грязный воздух. Это такой один из главных минусов. Кстати, да, согласен. Во-первых, когда еще туристы прибывают, плюс еще местные жители со своими машинами, то есть все это в куче, и показывает, что город, довольно такой прям тесный становится. Да. Вот, есть еще один плюс, который мне очень нравится в Питере. Помимо самого города, можно найти вокруг города много интересных мест. То есть эти питерские пригороды,
Это реально места, куда тоже стоит съездить. Например, ну, Пушкин, это царское село. Или там... Второй плюс — это путешествие. Да, ну такое прям, причем маленькое. Вот путешествие не куда-то выехать, а чисто на выходные, там еще куда-то. Постоянно можно выезжать недалеко, и в то же время интересные места. Там Гатчина, Ломоносов, тот же Петергоф. То есть очень много мест. В принципе, еще есть и Кронштадт, Выборг недалеко. То есть вот если опять же ты живешь в Новосибирске, тебе выехать ну почти некуда. Да, это не как в Сибири 300 километров нужно ехать до Томска. Да, здесь все здесь ближе. Выехал, там Финляндия тоже рядом. Вот именно вот эта вот близкая расположенность каких-то интересных локальных мест, это тоже мне очень нравится. Вот, а минус, ну, Питер находится на воде. Вот, и мы все знаем, что сейчас в мире неблагоприятные глобальные изменения идут, и если глобальное потепление. Да, если весь лед растает, если уровень океана поднимется, то Петербург затопит и смоет, как большинство прибрежных городов. Да, как Нью-Йорк, да, как Нью-Йорк, как какой-нибудь Амстердам. Вот. На самом деле ты сказал про воду, и я сразу подумал, что пока, по крайней мере пока, это плюс Петербурга, потому что я не встречал никакой другой город в Европе, где было бы столько воды, столько каналов, столько возможностей гулять вдоль воды, наслаждаться такими видами. Ну, кроме Венеции, но Венеция очень маленькая. В общем, да, для меня это тоже плюс. Но я хотел сказать о другом, о том, что в Петербурге, по сравнению даже с другими вот европейскими городами, очень хорошее соотношение цена-качество. То есть за те деньги, которые ты здесь платишь, ты нигде, наверное, в Европе, кроме Будапешта, не получишь такого качества. В плане еды, в плане заведений, кафе, музеев, наверное, тоже. В целом развлечений, не знаю, покататься на велосипеде, на лодке какой-нибудь, что угодно сделать. Это гораздо дешевле и очень приятно. Интернет в том числе тоже, ну это в целом про Россию, но очень дешевый интернет и очень быстрый. Вот, к примеру, я там плачу $10 за 300 мегабит в секунду, это в Европе невозможно вообще, в принципе. Поэтому цены очень приятный такой бонус для такого красивого и насыщенного города. А ты, кстати, минус, нет, сказал минус. Да, я сказал. Давай, минус. Последний плюс и минус. Последний плюс, блин, вот плюс, он довольно такой, может быть, не кажется чем-то особенным, вот, но я его отдельно все-таки выделю. То, что Питер — это разнообразный город, здесь можно встретить как исторический центр, ну, где прям дворцы, там, вот эти вот каналы, то есть очень красивая среда. Есть также советский Питер, причем советский Питер разный, есть сталинская застройка районы, то есть туда приезжаешь, и как будто это совсем другой город, то есть совсем другая атмосфера. Слоями идет центр. Старый, потом наслаивается советская часть, такое кольцо, как современная. То есть есть, допустим, районы застройки уже поздний совок, это там Хрущевки, Брежневки. Вот мы сегодня были в таком районе, вот. Ну, то есть я даже почувствовал, что в принципе что-то Новосибирск напоминает. Вот. И в то же время есть, допустим, вообще острова, такие как Елагин остров, Каменный остров даже. Там получается вообще усадебная такая жизнь. То есть свои дома есть, можно сказать, тоже недалеко от центра Петербурга, но люди уже живут прям в коттеджах, там очень много зелени, парки сплошные, то есть это тоже очень круто. Ну, плюс еще есть совсем пригороды, когда ты можешь уже чуть подальше от Петербурга жить, ну, реально как будто за городом. Это вот одноэтажный Петербург. Так что город разнообразный, да, и это очень круто. То есть каждый найдет для себя что-то интересное. Но это я не говорю для того, чтобы все приезжали сюда, потому что здесь и так много людей. Вот. Ну, просто знаете, что здесь интересно. Ты из тех людей, вот всегда в городе есть люди, которые не любят туристов, там, приезжих. Да. Несмотря на то, что я турист, я не люблю других туристов. Вот. Ну и давай, минус. Минус, да, я что-то помнил, еще был один минус. Да, минус, вот. Минус в том, что, в принципе, все-таки Питер — это не идеальный город. То есть это такой прям минус очевидный. То есть, когда ты находишься в Питере, он просто такой крутой, с одной стороны, что ты сначала начинаешь думать, что это идеальный город. А потом вот, когда уже поживешь, не знаю, или просто побудешь подольше, ты начинаешь видеть какие-то моменты, ну, там, не знаю, опять же, какая-то реклама проституции, там какие-то грязные подворотни в центре, то есть мало зелени в центре.
Да. И вот такие вот маленькие как бы детали, которые, то есть, может быть, отдельно они не смотрятся как чем-то таким прям ужасным, Мгм. но когда вместе набирается, ты понимаешь, что таки все, вот Питер это не тот город мечты, каким бы он должен был быть и мог бы Мгм. быть, вот, а он все-таки не идеальный. Это как раз и есть вот минус тоже для меня, то что ты ждешь все-таки Питера совсем идеального, а он Не раскрытый идеальный. потенциал. Да, ну вот, можно и так сказать, наверное. Да. Обидно, что в Петербурге не раскрыт потенциал. То есть этот город мог бы быть как Амстердам, как, я не знаю, ну что еще похоже на Копенгаген. Питер? Копенгаген, да, Стокгольм. То есть такого уровня город вполне. Он насыщенный, он большой достаточно для этого. Здесь могли бы быть велодорожки, здесь могло бы быть меньше машин, меньше шума, больше брусчатки и так далее. И ты понимаешь, что он мог бы быть гораздо лучше, но вряд ли еще в ближайшие 10-20 лет он таким станет. Поэтому это обидно, конечно. И я хотел бы напоследок сказать все-таки про климат. С одной стороны, для меня климат — это плюс после Сибири, потому что в Сибири все-таки очень холодно зимой. Куча снега, по крайней мере, где я жил, в частном секторе, просто неудобно ходить порой, где его не чистят. И здесь как-то более умеренный климат, да, здесь мало солнца, но в целом здесь комфортно, здесь можно жить. Минус в плане климата это мрак, то, что здесь осенью, зимой, весной очень темно, мало солнца, и это просто очень влияет на твою психику. Поэтому я вот как раз планирую поехать куда-нибудь в жаркие страны, зимовать. Но летом здесь очень здорово. Не всегда, тоже бывают дожди. Как Дима вот приехал, начались дожди. Но в целом вот, в общем, хочешь как-то, может быть, резюмировать? Резюмировать? Да. Ну, как резюмация, скажу, что Питер все-таки, несмотря на все свои плюсы и минусы, ну, для меня лично это реально лучший город в России точно. Согласен. Вот. Ну и, наверное, из тех, где я был я, в принципе, в странах 10 за рубежом. Мгм. Вот. Наверное, то есть еще есть такой город, который близок к Питеру по тому, как он мне нравится, это Порту в Португалии. Да. То есть он мне очень запомнился, Мгм. я часто о нем вспоминаю. Вот. Но он все равно меньше и не такой, мне кажется, разнообразный. Плюс это не Россия. То есть мне сложнее будет там интегрироваться, если я вдруг захочу переехать. Вот. И таким образом Питер все-таки это реально очень крутой город, один из лучших в мире. То есть кто не был, рекомендую. Да, да. Вот на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было полезно, интересно это узнать. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео с Димой. Это уже 3-е видео. Поддерживайте проект на Патреоне. За это вы получите дополнительные бонусы. И приезжайте в Питер. Да. Пока. Сел. Нифига. Да.